Всех приветствую, дорогие друзья, на канале PakeMaker. С вами, как всегда, я, Михаил. Приглашаю вас прослушать рубрику 100 персонажей из игр GTA 3 Definitive Edition, GTA Liberty City Stories и GTA Vice City Definitive Edition. Сегодня расскажу про Дональда Лав. Дональд Лав – основной персонаж GTA 3 Definitive Edition и GTA Liberty City Stories, а также второстепенный персонаж GTA Vice City Definitive Edition. Дональд – миллиардер, владелец медиакорпорации Love Media. Кроме этого, Лав занимается строительством и торговлей недвижимостью. Дональд Лав – богатый магнат в сфере недвижимости, который был протеже другого предпринимателя с безжалостными методами по имени Эвери Клэрингтон, который был партнером Томми Версетти в Vice City. В конце концов, в 1998 году Лав переехал в Либерти Сити, где наладил отношения с бандитами Тони Сиприани и Сальваторе Леоне, чтобы победить на выборах. Он проиграл не только выборы, но и свое состояние. Обанкротившись, он нанял Тони Сиприани, чтобы тот убил его бывшего наставника Эвери и украл его планы по реконструкции Форт Стоунтона. Затем он разрушил Форт Стоунтон и воспользовался этой возможностью, чтобы заработать еще больше денег. Он разорвал связи с Леоне и позже нанял Клода, чтобы тот убил лидера Якудза и в машине картеля, а тем самым спровоцировал войну между Якудзом и картелем. В конце концов, Дональд Лав исчезает, и в последующих играх серии GTA его больше не видно. Фотографии Лавы появляются во многих газетах в GTA 4. В первую очередь в Libertine, в материале «Ненависть Лавы к аналогам». В GTA 5 звезда Лавы появляется в Айнвудском аллее славы с подписью «Телезвезда». В GTA Vice City Definitive Edition Дональд выглядит как стандартный бизнесмен. Он одет в синий пиджак, клетчатую рубашку, светлые штаны, а также носит очки. В GTA Liberty City Stories Лав одет практически так же, как и в GTA Vice City Definitive Edition. Единственное изменение — это отсутствие очков и клетчатой рубашки. Вместо нее он носит обыкновенную белую. После миссии сведения счетов меняет пиджак на коричневый свитер, начинает носить штаны грязного бежевого цвета и черные кроссовки вместо туфель, а также приобретает щетину. В GTA 3 Definitive Edition у Лавы есть два костюма. Первый спортивный, включающий серые штаны и кофту студенческого городка Либерти. Второй серый смокинг с желтой рубашкой. Дорогие друзья, желаете меня поддержать? Вы можете оформить подписку на Boosty или ВК Донат. Вы сможете увидеть файлы моменты с прохождения, также прохождение уникальных игр, расписание видеороликов, доступ к закрытому телеграм-каналу, где будет реал-контент. Прямо сейчас есть 20 бесплатных мест, так что успейте написать мне в ЛС ВК, ссылочка находится в описании данного видеоролика. Дональд Лав – каннибал, что демонстрируется во время миссии Кулак Боли, где он ест человеческое ребро и сравнивает человеческую плоть с курицей, но более разумно. Он также известен организацией вечеринок в морге, что показано в GTA 3 Definitive Edition, GTA Liberty City Stories. Тони Сиприани даже крадет трупы Эвери Клэрингтона и Неда Бернера для Лава. Дональд в GTA Liberty City Stories очень яркая личность, он все еще выглядит очень юным. К 2001 году он стал более зрелым, а его голос стал ниже. Он прибавил в весе и в результате выглядит намного старше, чем в GTA Liberty City Stories.
Дональд Лав позицирует себя как энергичного, харизматичного и богатого холостяка, но его истинная личность скрыта от всех, кроме самих близких людей. Хотя Дональд кажется хорошо воспитанным по отношению к главным героям и Сальваторе Леоне, на самом деле он ненормальный, хитрый, умный, манипулирующий, эгоистичный, властолюбивый и эксцентричный. Он выглядит довольно детским и незрелым в GTA Liberty City Stories, но стал больше похож на сдержанного вдохновителя в GTA 3 Definitive Edition. Он довольно оптимистичен, но иногда теряет самообладание и даже ругает Тони Сиприани за его неудачи, особенно когда тот был на грани разорения. Дональд каннибал, что вызывает отвращение у Тони. Похоже, он не испытывает никаких угрызений совести, когда дело доходит до выбора жертвы. Ведь он съел своего наставника Эверика Риктона на одной из своих вечеринок. Хотя из диалога Лавы следует, что Эвери был не прочь сделать то же самое с ним, если бы представился возможность извлечь из него выгоду. Ведь он заявил, что даже Эвери гордился бы его попыткой покушения на его жизнь. Хотя в GTA 3 Definitive Edition его странные вкусы подразумеваются, но не подтверждается. В приквеле Дональд показывает себя во всей красе. Победить на выборах, он приказывает Тони Сиприани убить нескольких своих оппонентов и их сторонников. Он также поручает Тони уничтожить доказательства его связи с семьей Леоне. Он приказывает убить своего наставника Эверика Риктона, а также коррумпированного репортера Неда Бернера. Он также просит Тони доставить их тела к нему на вечеринке в морге. В одной из сцен он ест человеческое туловище. Он также с юмором говорит Тони, что мясо вкуснее, и спрашивает, не хочет ли тот кусочек. Но Тони в ужасе вежливо отказывается. Он приказывает Клоду убить лидера Якудза, чтобы спровоцировать войну между картелями Якудза. Самое гнусное преступление Лавы — организация взрыва в густонаселенном Форт Стоунтоне, который также является плотом Форели, а затем используется украденным интеллектуально собственной Эверика Риктона для руководства проектом по реконструкции и продаже недвижимости в этом районе, что принесло ей миллиарды долларов. Этот поступок совершен Тони под сильным давлением со стороны Лава. Вероятно, унес жизни тысячи невиновных людей, хотя точное число жертв никогда не разглашалось, и многие из них могли быть гангстерами Форели. Они также объясняют существование строительных площадок, контролируемых картелем в GTA 3 Definitive Edition. Лав — один из персонажей, появившихся в 3 играх вселенной 3D. Остальные — 8-Ball, Сальваторе Леоне, Мария Латори, Диджей Тони и Адам Ферст. Один из 2 персонажей каннибалов в серии GTA, второй — Тревор Филлипс. Его непристойное сексуальное поведение, каннибализм, скорее всего, является пародией с Патрика Бейтмана из «Американского психопата». Хотя его манеры и подход к достижению собственной цели в GTA 3 Definitive Edition больше напоминает Ганнибала Лектора, который также манипулятивный, хладнокровный, изощренный и умный каннибал. По совпадению оба персонажа противореалист, что помогают главным героям в начале своих историй, только для того, чтобы впоследствии успешно от них избавиться. Возможно, Лав был вдохновлен его образом. Ходили слухи, что в GTA 3 Definitive Edition была миссия, где Даркал давал задание по убийству Дональда Лава в результате обрушения Додо на его небоскреб. Но эту миссию заменили на исчезновение Лава, где Дональд и джентльмен бесследно исчезли. Однако в 2012 году разработчики заявили, что в данной миссии даже не задумывалось, и что замена произошла не из-за событий 11 сентября. Хорас Уолш на радио KJ в GTA 3 Definitive Edition говорит, что у него плохое отношение к Дональду Лаву. Дональд Лав может быть основан на Дональде Трампе, президенте США и знаменитом миллиардере. У обоих схожая внешность, оба любят нестандартные галстуки, и у них были неудачные попытки пробиться в политику. GTA Vice City Definitive Edition — единственная игра, в которой Дональд не показан злодеем из-за его незначительного участия в сюжете. Некоторые говорят, что его убили якудза, но это всего лишь домыслы.
Поклонники предположили, что Donut Love это и есть мистер Нести. И на этом история про Donut Love из игры GTA 3 Definitive Edition, GTA Liberty City Stories, GTA Vice City Definitive Edition подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте выполнять действия, которые видите теперь на ваших экранах. Лайк, колокольчики и подписка на канал. С вами был Михаил с канала Пайкмейкер.